Еще раз вам показываю, что они абсолютно в разброс. И задаю вам вопрос. А вы знали, что пики и черви разделяются абсолютно так же, как вода и масло? Нет? Мой первый фокус удался! Yes! Хей-хей, с вами Вангай. И сегодня мы займемся фокусами. Я купил в Японии 9 фокусных наборов. От самых сложных до самых легких. Странно, что легкие в красной коробке, а сложные в синей коробке. Как бы красный ассоциируется с чем-то сложным. Не переходи дорогу. А синий это... Ну, синий значит свежесть. И зеленая средняя. И сегодня в нашей программе мы будем менять цвет картам. Менять карту. Просунем колечко сквозь ниточку. Согнем ложку. Магически появим веревочку. Появим веревочку. Согнем вилочку. Будем сморкаться картами. Летающая шляпка. И монетка сквозь стакан. Монетка сквозь стакан. Закатаем рукава, как это делают фокусники. И начнем с магического изменения карты. Я хотел аккуратно открыть. Та-дам. Так, что здесь у нас? У нас здесь набор карт. И все? Типа держи карты, а фокус сам придумай, как делать. Почитаем инструкцию. В общем, у меня 3 туза. Да ладно. Видишь? 3 туза, да? Да ладно. Возьми туз, бубен с середины. Он какой-то порванный, я уже вижу. А? Это не туз, бубен! О, магия! Ну я же говорю, там он что-то порванный, вон видишь? Ничего не Вот. В общем, такую штуку можно сделать и дома, только если лучше провернуть, это будет в разы эффектнее. Здесь, в общем, как бы 3 туза, но на самом деле... Средняя карта, она с карманчиком, на ней наклеена вот такая вот половинка. И, естественно, человек не будет вытягивать туз за эту часть, он вытянет за эту, а это уже совершенно другая карта. Дальше у нас глист в колечке. Ну да, я могу аккуратно открывать. У нас есть колечко и у нас есть глист. У меня аж слезы пошли. Весь ролик я буду проводить со слезами. Колечко вроде обычное, и нитка обычная. В чем прикол? Подергай, что оно настоящее, что не проходит, да? Оттягивай его. Здесь есть 2 шарика, я держу за один. И его так быстро вот так протаскиваю, и как-то вот так вот оно спадает. Дальше. Суть этого фокуса я даже не понимаю, но сейчас посмотрим. На этот раз карты без какого-либо подвоха, они реально обычные. Вообще, меня же это разочаровало, потому что что это значит? Придется использовать мою ловкость рук. Я настолько ловкий, что даже умудрился порвать инструкцию. В общем, вот у меня пики точенные и... черви. Здесь у меня пики, здесь у меня черви. Они отсортированы по цвету, нормально. Без всякого подвоха обычная карта, я только что сам посмотрел. Я их сложу и перемешаю. Я бы потасовал, если бы я умел, а так я не игрок в карты. Поэтому я просто делаю, что я могу делать. Вот видите, это показывает, насколько я не игрок в карты. И это был какой-то не фокусный прием, это просто я криворукий. Так, в общем, я их сейчас перемешал, они в разбросы по-разному. Перемешал. На этот момент какой-то очень странный был. Перемешал, они в разбросы. Предельно странный. И вот момент истины. Я только что на ваших глазах разделил их на 2 колоды. В первой должны были быть только черви, во второй должны были быть только пики. Еще раз мешаю. Еще раз убедитесь, что все нормально. Да, все нормально, вернее не нормально, они в разброс. А теперь я их рассортирую. В фокусе сказано, что именно так это работает. Еще раз вам показываю, что они абсолютно в разброс. Абсолютно. И задаю вам вопрос. А вы знали, что пики и черви разделяются абсолютно так же, как вода и масло? Нет?
Yes! Секрет элементарной карты заранее подготовлены, как оказалось. Пики немного толще, чем черви. Не уверен, видно вам ли через камеру, но маленькая часть есть. Крайне мала. Именно этой части хватает, чтобы взять вот так вот и разделить их. Фокус, который я считал самым бесполезным, оказался самым эффектным. Но вот... Трындец, такая фигня у меня часто происходит. Что это такое? Кто подскажет? Это не машины сигналят, нет. Это где-то тут. Это духи. Спасибо. Но это были 3 самых легких фокуса. Впереди нас ждут средние и самые сложные. Опять фокус с веревочкой. У нас есть веревочка, пойду повешусь. Эту веревочку я согну у себя в руке. Вот так вот. Теперь она у меня в руке. Я чувствую, она двигается в руке у меня. Не может быть. Завязались 2 узелка! Как такое произошло? Секрет фокуса простой, это просто 2 узелка, которые независимо от веревочки вот так вот просто ездят. Вот и вся магия испарилась. Мы разрушим еще много магии, например, с вилкой и ложкой. Хоть они и кажутся очень похожими, но они абсолютно разные. Хорошо, у нас есть 2 вилки. В общем, у меня есть 2 вилки. Выбери одну из них. Ты делаешь то же, что и я делаю с этой вилкой. Зубчики ей потирай. Трешь? И ты должна с ними сделать вот то же, что сделал я. Ты могла выбрать любую вилку. Вот что я сделал с вилкой. Я согнул ей 2 рога, 2 рожка. В общем, прикол в вилках в том, что одна вилка была заранее такая. Я просто предложил Марьяне выбрать любую. Если бы она выбрала мою вилку, я бы сказал, хорошо, я буду ее гнуть. Если бы Марьяна выбрала эту вилку, я отдаю ей эту вилку. Она выбрала эту вилку, я ей дал. Все просто дебильно и просто. Дальше у нас гнущиеся ложки. Это уже поинтереснее. Потому что я думаю, что ложка заранее не будет изогнута. Ложка одна. А, окей, 2. Вы такие смотрите, типа у меня обычно ложка, она такая... Она сгибается. На самом деле, пока я махал руками, я уже ее согнул и просто вам вот так вот показывал. Типа она вот такая вот ровная, я беру такой... Этот прикол я еще в детстве делал. О нет! У нас закончились средние! Время перейти к сложным! Летающая шляпа. В общем, смотрите, у меня есть 2 шляпки, 2. Колдую, 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 накрываю их руками. Делаю магию, ахалай, махалай. И вот, эта шляпка переместилась сюда. И что это за звуки? Я ничего не понимаю, мои руки чистые. Это 2 здесь шляпки, 2 шляпки, они между руками переместились. Но на самом деле их было 3. К сопливым картам мы подойдем в последнюю очередь, а сейчас у нас монетка сквозь стакан. Как они сюда запихнули стакан? Мне кажется, мне придется сейчас брать свой. А, вот и написано. You will need the coin and the glass for the focus. Зато здесь есть резина. Пойду найду монетку и стакан. В общем, есть у меня стакан. Неужели? У меня есть стакан. И 5 рублей. 1998 года выпуска. В общем, у меня есть стакан. Я положил на него черную резинку. И сверху положил 5 рублей. И теперь смотрите, они лежат сверху. Здесь абсолютно ничего нет. Никакой ни дырочки, ничего. Это чистая резина. Смотрите, если натянуть, вообще замечательно видно, что здесь ничего нет. Сделал! Секрет же прост. Монетка, которую я вам показывал, она заранее уже была внутри. В фокусе был вот такой вот бумажный цилиндр. На него я кладу монетку. Эта черная резина растягивается до такой степени, что она становится прям прозрачной, а не черной. И вот эта вот прозрачность я натягиваю на монетку, как будто она находится снаружи. Правда, я сейчас растянул очень плохо, поэтому видно немножко черного на ней. Но она внутри. И если хорошо надавить, лишь бы в камеру не стрельнуло. Вот так вот. Я уж было чуть не поверил в магию, когда мне первый раз показали такой фокус. И последнее это сморкаться картами. В общем, у меня есть вот такие вот 5 карт маленькие, посмотрите, какие они. Я складываю их и кладу себе в капюшон. Откуда они взялись? Не может быть! Это те же самые 5 карт. Боже мой, какой фокус! Какой шедевральный фокус! Разве это так и должно было быть? Да, это так и должно было быть. Я надеюсь, вам понравилась эта магия. Мои магические способности подсказывают мне, что кто-то не поставил лайк. Я просто мастер выпрашивать лайки. Ну а это все. А с вами был Ангай. Всем бай-бай, гайсы. О, я эту магию давно уже использую. Это типа, лайк давай мне опять выпрашиваю. Все, буду монтировать этот ролик.
Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.